Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня две новиночки Casio Edifice. Давненько не было на канале, и наконец могу вам показать. Причем это не просто новиночки, а такие модели, которые в автоспортивной стилистике. Ну что, интересно, давайте открывать коробки. И у нас здесь две версии. Одна ECB40 DC, а вторая версия ECB 2200. Так, ну с чего начнем? Давайте, наверное, начнем вот с этой версии. В комплекте макулатура, инструкция, гарантийная карточка. В общем, все как положено у Casio. И, конечно же, заветная коробочка. Раз. 40-е здесь тоже. Инструкция, гарантия. И коробочка. Так. И раз. Целлофановый пакетик. Ну, естественно, это же японцы. А японцы не могут без целлофановых пакетов. И посмотрите, какая красота уже прям ощущается. Ощущается что-то такое прикольное. Так. Опа, вот это, блин, класс. Я эту модель, честно говоря, видел только... Хотел сказать по телевизору. Нет, не по телевизору. Я видел только на фотографиях. Давайте быстренько вытащим второго сегодняшнего участника обзора. Здесь тоже автоспорт. Много автоспорта. Ну, Edifice, в принципе, такая, я бы сказал, скорее спортивная. Ну, универсальная, да, но и скорее спортивная линейка. Две модели. И давайте сейчас пленочки уберу и будем уже детально с ними знакомиться. Итак, значит, референсы у вас сейчас на экране, не буду озвучивать, поскольку длинные, и если что, ставьте на паузу, записывайте. Так, итак, у нас две модели, 2200 и 40 из линейки ECB. Значит, давайте начнем, наверное, вот с этой версии. Такая здесь топовая аналого-цифровая серия ECB 2200. И в этот раз она в автоспортивном дизайне. И, блин, прикольно. Вот эту модель я тоже видел только на рендерах, и было не очень понятно, как она в реальности выглядит. Очень изящные, очень тонкие. Они заявляют, что, ну как сейчас это модно, вдохновлялись определенной темой, а именно Формула-1, аэродинамика, болиды, да, и, соответственно, когда вот продувается все это в трубе, специально аэродинамической, чтобы получить минимальное сопротивление воздуха. И определенные элементы по этим часам здесь, конечно же, есть. Да, сделаны прям совершенно необычно. И, ну, на мой взгляд, автоспорт хорошо чувствуется. Объединение нескольких материалов — это тоже всегда такое спортивное. Да, и каучук здесь имеется, и карбон, и сталь. Но давайте по порядку. Значит, карбоновый корпус в этой модели они еще усилили. Безель стальной, стекло минеральное и ремешок полимерный. Стрелки имеются центральные, да, часы, минуты, но плюс есть еще и два цифровых субциферблата, на которых можно смотреть дополнительную информацию, а здесь дополнительной информации довольно-таки много. Ну, мировое время, секундомер, таймер, 5 будильников. Кстати говоря, здесь можно даже поставить русский язык, хотя, в принципе, ну, на мой взгляд, это не столь критично, поскольку все-таки субциферблаты, они для доп. Информации, и ну, ничего такого критичного здесь не показывается, да, каких-то больших надписей. Но, тем не менее, можно сделать. Bluetooth, 300 городов здесь прям указано, специально на бумажечке. И что касается водозащиты, то она 100 метров. В этой модели есть Bluetooth, да, как мы видим из наклейки. И Bluetooth, соответственно, синхронизация с смартфоном. И для тех, кто не хочет и трудиться, разбираться с разным, как там настраивать, как выставлять, смартфон все сделает. Поэтому Bluetooth — это, конечно, must-have с такими часами. И здесь еще есть солнечная батарея, поэтому от любого источника света эти часы будут подзаряжаться. Ну и как видите, помимо двух основных стрелок есть еще и дополнительная стрелочка. Такой ретроградный указатель у отметки 9 часов тоже отвечает за определенный здесь функционал. Есть и подсветка, есть традиционные кнопки, на которых можно
как раз задавать вот эти разные показатели, там, запускать таймер, секундомер и так далее. И для тех, кто привык всем этим делом пользоваться. Это будет, конечно же, полезно. Но вот эти две кнопки с левой стороны, конечно, сделаны, да, очень интересно. Опять же, как будто здесь у нас воздушные потоки проходят, и здесь более классические. Ну, одна из них за подсветку, другая за старт, ну и так далее. Здесь мы режимы, здесь сброс выбираем на этих кнопках. Можно что-нибудь запустить, да, секундомер. Инверсивный дисплей, мини-субциферблаты. С одной стороны, конечно же, это чтобы не ухудшать восприятие дизайна. С другой стороны, конечно, как многие говорят, в общем, читаемость здесь достаточно такая, я бы сказал, спорная. Да? То есть, на мой взгляд, поскольку я дополнительным функционалом редко в подобных часах, тем не менее, пользуюсь, это прикольно, потому что, ну, ничего тебя не отвлекает, да, потому что были бы они такие ярко-белые, да, читаемость была бы шикарная, но дизайн был бы немножко нарушен. Здесь вот в угоду стиля так и сделали. Поэтому пишите в комментариях, что вам больше нравится. Корпус здесь, конечно же, очень тонкий. Подсветка, кстати, есть люминесцентная. Покажу обязательно. И давайте по размерам. Раз мы заговорили про тонкий корпус, значит, по безелю. По безелю что получается? 43. В принципе, не так и много, особенно для спортивных часов. Правда, учитывайте, что вот в широкой части, да, где у нас кнопки, будет уже 47. Но зато высота всего 11,9, с учетом того, что там и Bluetooth, и много чего интересного, и усиленный корпус. Это здорово. Ремешок вместе крепления 24,6, вместе узком, да, 20. Понятно, что здесь сторонний ремешок не поставить, либо под заказ, либо брать у Casio. Опять же, красота требует жертв, потому что, смотрите, как сделан, очень интересно. И само крепление реализовано, и сам ремешок, опять же, здесь у нас везде воздуховоды, да, можно так сказать. Ну, от ушка до ушка, опять же, здесь такое немножко виртуальное понятие, поскольку ремешок такой интегрированный, 48 получается. И давайте покажу на моем запястье. У меня запястье 18,5 в обхвате, ну вот что мы получаем. Очень удобная посадка, они очень легкие. Ушки супер короткие, ремешок сразу загибается вниз, поэтому посадка здесь шикарная. Как для спортивных часов, я думаю, размер очень даже удачный. Ну и смотрите, несмотря на то, что высота не такая уж и большая в этой модели, посмотрите, как хорошо чувствуется глубина циферблата. Он здесь прям многогранный. На самом низу, если так можно выразиться, два субциферблата как раз электронные, да, а дальше уже идет основная часть цифры, потом манеж, вот этот у отметки 9 часов, и он тоже глубокий такой, прям высокий, и дополнительные накладки вот эти, на одной из них Bluetooth написано, и потом уже идет на внутреннем ранте, который даже немножко надвисает вот эти вот метки часовые, и они такие скошенные, и это все прям способствует тому, что чувствуется, что циферблат не плоский. Для таких спортивных часов это здорово. Ну и еще даже, вот я говорю, что у нас еще и стрелки возвышаются над этим достаточно высоким манежем отметки 9 часов. С учетом того, что там модуль Bluetooth, ну и в целом не самый простой корпус, здорово. Высота небольшая, но вот прям ощущается классно. Супер. Ну давайте, кстати, и по весу. Мне кажется, здесь вес прям совсем такой небольшой. 59,5 грамм. Ай, вот это вот прям легчайшие часы. Ремешок удобный, достаточно такой гибкий, мягкий, приятный ремень. Хорошо сочетается с корпусом. И вот за яркость здесь отвечает как раз полированные метки и этот самый рант с разметкой в 60 минут. Прикольно. Ну что ж, давайте посмотрим теперь и на вторую модель. И, кстати, сразу хочу сказать, что я вот не озвучиваю, как вы уже заметили, цены. Почему? Потому что, ну, собственно, здесь оставлю ссылочки. Можете узнать актуальную стоимость и приобрести заодно в официальном интернет-магазине gstore.ru. Ссылка в закрепленном комментарии будет. А есть еще специальный мой промокод GITAT. Можно получить дополнительную скидку. Ну и G-Store по-прежнему является официальным дилером Casio. Спасибо, что дали эти часы мне для обзора. Так, давайте смотрим. У нас вторая версия. Это ECB40DC.
референсы я вам уже показывал. Новинка. Новинка в 40-м корпусе. Здесь черный корпус плюс стальной браслет. Корпус частично карбоновый, частично стальной. Стальной здесь то же самое, да, тоже безель. И тоже, знаете, дизайн в стилистике автомобильной подвески. В этот раз, как заявляет Casio, в формульных гонках. Да, ну там открытые колеса, и колеса крепятся к монококу на таких вот карбоновой подвеске, карбоновые такие тяги, лучищ можно их назвать. Безель здесь стальное, стекло минеральное, нижняя часть циферблата, смотрите, с такой интересной текстурой под покрытие гоночной трассы, то есть, ну, под асфальт, да, такой специальный. Если когда-нибудь гуляли по таким трассам, то узнаете. И плюс есть еще такой ярко-желтый субциферблат у отметки 8 часов. И он здесь в стилистике финишного клетчатого флага. Прикольно, то есть вот так вот тоже здесь вписали. В этих часах есть тоже Bluetooth синхронизация со смартфоном, так что управлять будет легко. Но в отличие от модели 2200, она на солнечной подзарядке, здесь на батарейке. Что касается остальных характеристик, то тоже есть секундомер, 100 метров водозащиты, двойная подсветка, 5 будильников, мировое время и русский язык тоже в этой версии есть. Давайте, кстати, пройдемся по размерчикам. Это важно. 43,4, если вот по этой части, где у нас кнопки, 48,7. Высота тоже небольшая, 12,7, здорово. Ремешок тоже нестандартного крепления. Первое звено 24,4 и звено у застежки 20. Ну и от ушка до ушка, здесь ушки чуть более ярко выражены, 51,4. И на моем запястье посадка вот подобного плана. Здесь обязательно примеряйте эту модель, поскольку, видите, ушки достаточно длинные, ушки изогнуты как бы вовнутрь, но наружу они как бы даже длиннее немножко. И на запястье, как мне кажется, меньше чем 18, эта модель может не сесть, потому что будут просто вот эти вот уши торчать. Обязательно примеряйте, если есть такая возможность. Посадка тоже удобная, они кажутся, да, чуточку повыше. И, может быть, не так облегает запястье и из-за креплений, и из-за того, что здесь все-таки браслет. Но в целом тоже отличная такая спортивная модель, невысокая, подойдет, ну, под любую спортивную одежду, что называется. Да. Здесь тоже прикольно выполнено, мне нравится, как сделаны ушки, прорези, карбон такой матовый. И хорошо он как раз сочетается с полированным браслетом. Он полированный, плюс сатинирование имеется. Кнопки более стандартные. Здесь их целых 4 штуки, но они, если в этой модели они по разным сторонам, да, то здесь они распределены немножко иначе. 3 с правой стороны и 1 с левой, плюс 1 как будто бы была, но ее здесь на самом деле нет. Ну, вот такое необычное решение выбрали в Casio. Застежка на двойном фиксаторе. Черного цвета браслет, достаточно такой легкий, но вполне себе приятный, и на запястье мне показалось, что достаточно удобный. Браслет здесь не литой, этот момент учитывайте, если вдруг вам не нравится, да, подобного плана браслеты. Можно выбрать, например, модель на каучуке, как в версии 2200. Здесь циферблат, как мне кажется, читается несколько лучше, потому что субциферблаты вынесены в верхнюю часть, и они крупнее. И сама индикация на них крупнее. Ну, вот сейчас можно как раз наблюдать, да. Но, тем не менее, опять же, он инверсивный, соответственно, читаемость здесь не самая лучшая будет. Но она вот в этой версии гораздо, мне кажется, лучше реализована. Часовая минутная стрелка, субциферблату отметки 8 часов. Здесь читаемости проблем никаких не будет. И, в принципе, основные показатели вы здесь всегда на этой модели, конечно же, увидите. Потому что, ну вот, часы-минуты здесь просто шикарно видны и там, и там. Модель также чувствуется эта самая глубина корпуса, потому что накладные метки, здесь минутная разметка опять же скошенная, и стрелки возвышаются над субциферблатами. Хотя, если хотите мое мнение, то в версии 2200 больше, наверное, чуть более сложно сделан циферблат, больше вот этих вот уровней. Здесь
их меньше, с другой стороны, они выглядят более классической, вот эта вот версия, да, 40-я. Ну, давайте посмотрим, кстати говоря, по весу, что у нас получается на полном браслете. 128 грамм, и с учетом того, что они специально сделали вот такой вот облегченный браслет, вес тоже небольшой. Запас есть сантиметра 4 к моему запястью. Так что я думаю, практически на любую руку эти часы подойдут. Давайте пройдемся, посмотрим чуть более детально циферблат, полированные метки, все крупное. Сразу же здесь, как вот в машинах, да, указано, где, куда, чего нажимать, на какие кнопки. Инструкция прямо на циферблате. Сделали в таком спортивном стиле. Необычные ушки здесь. Сочетание разных материалов. Ну, это, на мой взгляд, правильно сделано. Задняя крышка достаточно стандартна для Casio. Здесь основные характеристики. И вторая версия из нашего сегодняшнего обзора. Как обещал, много здесь уровней на циферблате. Ну, что по итогам? Напишите, кстати, какая версия вам нравится больше и почему. А я вам скажу так. С точки зрения дизайна здесь очень даже интересные модельки. Если любите вот такой вот спортивный, автомобильный спортивный дизайн, я думаю, в принципе, должно зайти. Потому что явно выраженные спортивные часы с отличным функционалом, с интересным, я бы сказал, свежим дизайном, которого иногда в последнее время не хватает, потому что вот чуть такого нового, технологичного как бы и нет. Вот Casio в линейке Edifice ECB как раз движется в этом направлении. И нравится сочетание материалов. Если хотите мое субъективное мнение, мне модель 2200 понравилась больше. Мне кажется, здесь больше проработан дизайн, они лучше сидят на запястье. Ну и в целом, просто субъективно мне больше понравился именно этот дизайн. И плюс здесь важно, что есть зарядка от солнца. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.